Я очень сильно выгорела, помощи ни от кого не было, и я решилась на очень тяжелый для себя шаг. Вернула 2 детей обратно в детский дом. Такое сообщение я получила от приемной мамы из Калининграда, Людмилы Воробьевой. Людмила – мать-одиночка. Она воспитывала 3 приемных детей и кровного сына. Девочка Евгения прожила в семье 6 лет, Диана – 2 года. У них ФАС – фетальный алкогольный синдром и расстройство привязанности. Очень долго Людмила занималась их реабилитацией, но в какой-то момент не выдержала, устала и отдала детей обратно в детский дом. Прошел год после возврата. Людмила в какой-то момент поняла, что она не может жить без старшей приемной дочери Евгении, которую она сдала в детский дом. И она снова хочет быть опекуном Жени. Но теперь опека не дает ей такого права и даже не разрешает брать ребенка на гостевой режим. Подробности этой истории смотрите прямо сейчас у меня в программе. Сейчас, спустя вот этот год, причиной возврата были не дети. Причиной возврата было все. Я просто выгорела до такой степени, что был момент, когда я не хотела жить. Она отчетливо говорила: когда ты будешь слушаться маму? Никогда. Ровно смотря в глаза, не обманывая ни на минуту, она просто говорила: никогда. То есть тогда был выход один. Я не умею просить помощи. Ну как так? Вот в чем моя проблема. Ты набрала, вот и тащи. С этой установкой я жила всегда, да. За 7 лет моего приемного родительства мамой я стала только Марьяне. Жене и Диане я мамой не стала. И, в общем, в один из таких дней, это был уже последний день, когда мы виделись, я сказала: Женя, из больницы ты поедешь в детский дом. Домой ты не вернешься. Когда я раньше думала, что, живя с детьми, я жила в аду, первый ад я прожила 11 марта, когда младшая дочка отъехала на такси. И куда она уехала? С новой мамой. Ну, мы проводили ребенка, я дома выкинула все вещи. Все. То есть у меня было состояние, что мне хотелось все выкинуть. Я стала удалять все фотографии, все архивы. Я выкинула даже ложку с кружкой, игрушки. Ну, это было ожидаемо, да, что Женя попадет в детский дом. Ну да. Но когда ты видишь в федеральной базе данных детей-сирот своего ребенка, случился ад второй раз. Людмила, ну давайте начнем с самого начала вашей истории. Все-таки почему вы решили стать приемной мамой? Я никогда не рассматривала, чтобы взять ребенка большого. То есть Малыша я хотела... хотели? Нет, не малыша. То есть у меня был определенный ребенок, девочка. То есть мотивация была такая: да, хочу дочь. Да, когда я пришла первый раз в опеку, то есть я не знала же, да, что нужно. Я знала, что нужно взять что-то направление. Я пришла в опеку, мне дали куратора. Ну, зачем вы пришли? Да. Я говорю: вот, у меня маленькая квартира, у меня небольшая зарплата, у меня есть сын, я хочу дочь. То есть я ничего никогда не скрываю. Я сказала, как есть. Вот я такая-то. Да. Вот такое, да, я просто хочу дочь. Ну, мне сказали: хорошо, вот школа приемных родителей. Был Новый год, перед Новым годом я записалась первая, и я ждала просто эту школу приемных родителей. Это не было страшно так одной Вообще брать? нет, никогда. Было страшно, что ну, я много читаю, а вдруг я не полюблю как своего. Вот это. Ну, то есть, а с другой стороны, а как можно не любить ребенка? Ну, не было этого для меня. Просто я это читала, как это бывает у других. Да. А вдруг со мной будет так же? Ну, этого не может быть, я же другая. Я все равно полюблю. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем вы узнаете намного больше о моих героях.
Лёд, вы закончили школу приемных родителей. Мгм. Что после этого произошло? Как вы нашли ребенка? Вот, смотрите, я прошла школу приемных родителей, знавшая уже, как забрать ребенка. Я знала всех детей в базе данных по моему Региона. возрасту. Ага. И, в общем, мне дают это заключение. А что дальше? Куда мне идти? Она говорит, ну вот в том кабинете нужно встать у нас по региону. А еще вам надо съездить к федеральному оператору, чтобы вы могли искать по всей России. Да. Я еду туда, и я знаю, что мне ответят. То есть я пишу эти все бланки, ну и мне, как обычно, говорят, ну все, мы вам позвоним, детей по вашему возрасту. Нет, до свидания. На это я говорю, в смысле? Я там же достаю свой телефон. Федеральная база детей-сирот открыла. А это. А это где эти дети? Было 3 детей. Ну вот по моим параметрам это была Женя, Илина и еще 1 ребенок. Я говорю, ну вот они же есть. Но они же не здоровы. Я говорю, ну, тогда я не сильно пугала этого. 3-я группа здоровья. В принципе, самое для меня больной ребенок — это ребенок с синдромом Дауна на тот момент. Больше я вообще не знала, что еще что-то там, психдиагнозы, еще что-то. Ну, вот синдром Дауна, ну, Это страшно. на лице видно, что ребенок здоров. Да. Все. И вот мне выдают 2. Сначала мне выдали Ильинина, я почитала. Почему именно Женя? Потому что я знала, где находится Женин детский дом. Поэтому это была не Илина, а Женя. То есть я знала, куда ехать. Сколько ей было лет? Жене было 5,5 лет. На знакомство я ехала в свой день рождения. Мой день рождения я отпраздновала. Сказать, что вот тогда я переживала и нервничала, это ничего не сказать. Во-первых, я много читала, что предупреждают, детей там одевают, наряжают. Я необычный человек, я сделаю все в обратку. Я ехала без предупреждения. Так. То есть я приехала, у меня на руках направление на знакомство с ребенком. Я говорю, вот я такая-то, я приехала познакомиться с ребенком. Я брала с собой куклу Барби. Медика не было. Вы будете смотреть ребенка. Ребенок непростой, с характером. Все такая, да, ну, я тоже. Я тоже с характером. Ну да. Меня испугали. Ну окей, подождите. Мы зашли в какой-то кабинет. Я вот стою с этой куклой. Вот здесь заходит женщина и приводит маленькую девочку. Ей в 5,5 лет она была 92 сантиметра. Если сравнить, Марьяна в год была 90 сантиметров. То есть вот. Совсем И кнопочка. она вот так смотрит, а я не знаю, как себя вести. Я говорю, а можно я ей куклу дам? А она, ну вот у нее всегда смеялись глаза. Она вот смотрит, улыбается. Я говорю, я не знаю, как ей дать эту куклу. В общем, я говорю, а можно я ей ее дам? Ну, то есть ее же держат за руку. Да. Само собой, обнимать мое, я готова, отдавайте. Ну да, вот она подошла, я ей дала эту куклу, вы увидели ребенка, все. А дальше мне... И все, то есть вся встреча. на этом. Да, но я не уехала. А дальше мне сказали, ну вы же должны поговорить с медиком, услышать диагнозы, а медика нету. И будет она после обеда. Так. Хорошо. Но мне озвучили алкогольный синдром. Я не знала, что такое алкогольный. Я услышала слово синдром. Синдром — это значит даун. Все. Я выхожу, я говорю, я буду ждать медика, во сколько она будет. Так. И я просто наматывала вокруг детского дома круги, залезла в интернет, вбила, что такое алкогольный синдром, по-быстренькому. Посмотрела. Не испугала. Ну, там, что я там нашла за 5 минут, вот по-быстрому вбила. Да, ребенок будет особенный, да, ему нужен будет уход. Да. Но когда ты не понимаешь вообще и никогда с этим не сказал, ну, я готова ухаживать, ну, что тут такого. В общем, я гуляю после обеда, приходит медик, и меня не обманывали. Медик сразу сказала, у ребенка инвалидность.
У ребенка ФАС. Она никогда не будет профессором. Но у нее она очень с характером. Она делает только то, что хочет. И она очень плохо ест. И мне сказали сразу, но ребенок очень хочет в семью. Хотите, мы вам ее сейчас дадим в кафе сходить. Вы можете ее взять на выходные. Даже так? Да, ребенок 5,5 лет. Это какой город был? Это у нас Калининград. Калининградская область, город Черняховск. Ну, я не ожидаю, что вот так. Так сразу Я можете, говорю, да. А я говорю, можно мне еще раз? И мне дают комнату пустую. Ну, ни игрушек, ничего. И приводят Женю. И вот тут я вам скажу. Она воняла. Она не пахла. Она воняла грязью, подвалом, сыростью, плесенью. То есть, ну вот я ее взяла на руки, и мне хотелось ее просто отмыть. А еще у нее была такая прическа, много-много вот так хвостиков, и они были так сделаны, что вот у нее натянуто было все лицо. Да, вот желание было просто ее вымыть. И чем заниматься с ребенком, у которого ну, вот нету ничего, ты не знаешь ребенка, да, пустая комната. Я достала телефон, там мультики. Хочешь, ну, чужой ребенок, что мне с тобой говорить? И она грязно была одета. У нее какие-то серые майки там торчали. И я включаю, и она вот начинает тыкать. О! В окно. Я говорю, смотри, там машинка. Но я не вижу никаких отклонений. А у меня был с собой только сына телефон, которым я, конечно, не умела пользоваться. И я сделала фотографию. Ну, все, мы поэтому, как? Испугались? Нет, я говорю, нет. Все, я согласна, я забираю. А чувство какое было? Кроме у того, меня что будет дочь. Больше никаких чувств. Все, у меня ребенок. И я же заранее покупала вещи, не зная, какой ребенок. То есть, был расплыв возраста. Да. Все вещи были ей как раз. При том, что я вещи покупала далеко не на 5-7 лет. То есть я покупала малышковые вещи. И, в общем, мне сказали, вы можете приехать, но мне нужно было на работу. На выходные я забираю ее в гости. А мы подходим к дому. Я купила ей булку. Хотелось накормить. И она эту булку, чтобы гулик покормить, она просто начинает какие гульки есть. Мы садимся в автобус, она, вот ребенка вытащили с клетки, и она вот это все видит. То есть как усадить, у меня там было что-то, карандаши, нет, ничего, вот это вот. Мы доезжаем до дома, и она говорит, я боюсь. То есть она не видела... Она вообще разговаривала? Она плохо разговаривала, как лялечка. Можно было... Не как 5-летний ребенок? Нет, вообще. И я боюсь. Она никогда не видела живого дома. То есть, она видела большой детский дом, и я говорю, это дом твой, пошли. Конечно, первое, что я сделала, я пошла ее мыть. И когда я раздела, я увидела скелет. Это был скелет, обтянутый кожей. Я боялась ее мыть, потому что я боялась, что я сломаю ей кости. Она была до такой степени худенькая, что оказалось, что если вот я сейчас возьму ее, я ее сломаю. Сразу было, что ничего мне не кинулось в глаза. Все, я ослепла. Мои розовые единороги затмили все вокруг. Потом мы налили ей суп. Она смотрит, что это? Суп, это мяско. Она не знала ничего. То есть она не знала, что там бывает картошка, мясо. Я знаю как. Я была в этом детском доме потом. Я хотела найти ее фотографии малышки. И я узнала о ней много. Когда я узнала, как ее выписывали, и ввела ее диагнозы в интернете, интернет мне выдал, такие дети не живут. Я поехала к ней в детский дом. Что я там видела? Во-первых, мне сказали, вы ненормальная. Вы знаете, что она вам устроит? Да, она устроила. Тогда я говорила, вы что ее так ненавидите-то? Но я там много чего увидела. Я видела вот так стоячих детей столбиком.
Там были ящик игрушек, но все было убрано. Комната была вот так перегорожена забором, и за ней стояли вот так вот, ну вот так вот дети. Мальчики и девочки, вы бы не поняли, они были все одинаковые. И вот они стояли. Потом было время обеда. Зачем пачкать тарелки, детям все равно. Первое, второе было все в одном. Слушай, за ужас вы рассказываете. Это было все. Людмила, это же 17-й год. Все в одном, да. Просто ужас какой. И те, кто не умели есть, им просто вот так давали, и они одновременно открывали рты. А дальше, чтобы попасть в этот детский дом, я брала направление на другого ребенка, который мне сказали, он никакой, он не ходячий. Его просто замотали вот так всего на тихий час. Я говорю, а зачем? Ну, он же не шевелится. А это чтобы он хорошо спал. И представьте, каково было, вот это я опять перескочила, да, каково было удивление их всех, когда я отвернулась зачем-то. И мы поворачиваемся, и эта воспитательница такая, Артем, ты почему встал? То есть он весь вот так запакованный в шарфах встает на кровати. Я такая, а он же не ходячий. Угу. Тот ребенок до сих пор в детском доме. Люд, вот забрали Женю домой, да? И что стало происходить? Началась, наверное, адаптация? Та Да. самая, которую все боятся. Ну да, но у меня вот ее как таковой не было, потому что у меня там немножечко было всего отпуска. И дальше Женя у меня быстро пошла в садик, а я пошла на работу. И в садик она пошла, ну, хорошо. Угу. Да, у нас был момент, когда она испугалась. То есть, видимо, шкафчики в садике были такие же, как в детском доме. И вот она увидела шкафчики, ну и было какое-то такое. А так, да, она пошла в садик, я пошла на работу. Ну и вроде ничего такого. Все, там ее какие-то были причуды. Да, там вот в том же автобусе. То есть ребенок, если не хотел, он симулировал. То есть она закатывала глаза, ей плохо. Я думала, все, сейчас у меня ребенок умирает. Мы выходили на улицу. Ребенок оживал. Потом у нас был такой момент, у меня ребенок драпал. Как только я вот на кассе, особенно это вот прям случалось, она играла в догонялки. То есть, ну, она вот это считала, она просто игралась. Неважно, что это проезжая часть, это город. Мне приходилось на кассах просто бросать все и лететь. И ее невозможно было догнать. Кричи там, ругайся. Она просто смеялась и бежала. Даже не помню, но приходилось как-то там пугать. Или я просила людей тормозить ее, потому что, ну, там машина. То есть, ну, вот такие. Ну, я тогда относилась к этому, ну, адаптация. Что это надо? Ну, сейчас все пройдет. То есть, да, на тот момент я не думала, что это что-то там, болезнь какая-то, еще. Для меня это было все предзапущенность. Нам надо было продлевать инвалидность и проходить по МПК. Когда у меня ребенок пришел в 5,5 лет, она знала только 2 цвета – черный и белый. Ну и она, в принципе, ничего не знала, что там небо голубое. А нам надо было пройти по МПК. Был дождик, и она очень быстро… То есть первое время она схватывала информацию. И я думала, ну вот, все, какой ненормальный ребенок. Она выучила дождик, кап-кап-кап, просто по дороге шли. Мы пришли на ПМПК, и когда ей проводили тест Векселера, нам собирали консилиум. Потому что они взяли ПМПК, который был с детского дома, и у меня спрашивали, а вы учились этому? То, что знал ребенок, а что вы сделали? Я говорю, ну я ничего не делала, мы шли по улице, я говорила, вот листики зеленые, травка зеленая, небо голубое. Ну то есть я ничего не сделала, но когда ребенок начал называть там розовый цвет, мне сказали, ребенок не должен был этого знать. Что вы сделали? Я говорю, я ничего не сделала, я просто забрала ребенка домой. И это еще больше ко мне вот это, ну, поселило то, что
нету там никакой умственной отсталости. Да. Сейчас мы дома все снимем. То есть всему можно научиться. Да, и я была уверена, что просто в детском доме ребенком не занимались. Мгм. А дальше мы проходим комиссию на инвалидность, и я первый раз тогда узнала, что же такое тест Векслера. И вот когда Что это? Да, что это да, такое? много Те, кто не всего, знает. много вопросов. Ну, вот если слушать вопросы и то, что отвечает ребенок, то вы поймете, ну, что знает ребенок, да. Мгм. Когда я стала слышать и понимать, насколько мой ребенок ничего не знает. Мгм. То есть не то, что это лето, не то, что вот посмотри, что ты видишь в окно. Ну, для 5,5 лет она не знала практически. И это меня тоже не испугало. Я сказала, она всего полгода дома. Мгм. Вы что? И она и так уже умная. Сейчас еще годик. И когда нам на инвалидности дали инвалидность, передо мной была женщина, которой отказали в инвалидности, и она плакала. Я была уверена, что у нас ее снимут. И когда мы зашли, и мне сказали, вам инвалидность дали до 18 лет, у меня была истерика, потому что ее дали до 18 лет. Я не была рада инвалидности. Мгм. Я сказала, вы что? Я ее только забрала. Вы почему? Ну, для меня инвалидность, ну, все. Всё, да. Мир рухнул. Она обычный ребенок. Вы что? Она все выучила, знает розовый цвет. Почитайте наше ПМПК. Ну, вы о чем? Мгм. Ребенок только дома, она все узнает. Я была уверена, что через год мы просто все снимем. А дальше у нас начинается адаптация сына. Сына кровного. Сына кровного, потому что ребенок рос один, все было его. И да, он Ему сколько было тогда на тот момент? 12 лет, Мгм. да, он писал согласие не сразу. Он сказал, нет, это А, не то есть он наш. не хотел. Нет, он сказал, как это? Это будет, ты будешь на двоих покупать игрушки, Мгм. а деньги на двоих будут делиться. Ну, то есть Да. вот такие именно моменты. И у него пошло, он стал кашлять. Но я не думала, что это адаптация. Мы искали причину. То есть ребенок простыл, закашлял. Проходит очень мало времени, мы опять кашляем. Мы делали ему снимки легких. Все, здоров ребенок. Мгм. Только через время полгода был этот кашель, он прошел. То есть он кашлял, я так понимаю, это была психосоматика. Да, то есть это... да, на нервной почве. Да. И я не понимала. Мгм. Но были другие у нас адаптационные моменты, и они были именно у сына. То есть, если я что-то первое время, ну, у ребенка ничего нету. Нету игрушек, нету одежды. Я ее взяла весной, дальше лето, надо все покупать. Мгм. А еще я же мечтала о дочке. Ну как же, это же Мгм. куклы, Да, куклы, платьишко. резинки, там платья, все розовое. Ребенку не нужно было. Она не умела играться, все ломалось, сорвалось. Она не знала как. Мгм. Не знала она, как играть игрушками. Она просто смотрела их, отламывала и кидала. У нас включилась в это, у моей сестры есть дочка, у них разница год. И она учила ее играть. Но знаете, как это было? Прервались на адаптацию потом. Это очень интересный момент. Что делала Женя? Она смотрела, наблюдала, как играла Ксюша, приходила домой и как робот просто делала то же самое. Мгм. То есть она брала, например, куклу, раздевала ее, одевала, клала, но без увлечения игрой. Мгм. То есть она просто запоминала действия и просто приносила это. И все, вот она эти действия сделала, дальше она сломала игрушку, и все. Что больше всего шокировало вот во время адаптации, или что для вас было вообще неприемлемо, вы не понимали, как с этим жить? Шокировало все. Первое, что меня шокировало в первые же дни, еще когда я взяла ее на выходные, я знала, что дети качаются. Ну, Мгм. это не было вот Ну да, да. Но когда мы легли спать, и ну, у меня такое было, что первое время дети спали все со мной. Мгм. И просто вы засыпаете, темнота, и что-то происходит на кровати, непонятно что. То есть кровать ходит ходуном, и это вот рядом с вами. Мгм. Я включаю свет, и там просто вот с открытыми глазами вот это качается.
Вроде я читала, ну, что Ну, это что, есть, да. ну, а я вот так стояла. Я не знала, ну, то есть для меня вот это рядом Понятно, что делать, да? было, Её- ну, и у меня был шок. Вот, ну как, да. Да. Потом я уже взяла себя в руки, там останавливала. Но когда вот вы видите это у вас, да, ну, я это страшно. представляю. Потом вот то, что она не знала, как играться. Мгм. И я учила, и учила. И еще ей не нужно было все, что для девочки. Она не хотела эти розовые платья. Она все рвала. У нас было сломано дома все. У нас был сломан шкаф. То есть, когда вы берете ребенка, есть осмотр жилья, мы сделали ремонт. Красивая постелька, новая кроватка. Кроватка была сломана. Был выдран ящик из шкафа. Были порваны обои. И потом я даже для опеки их перестала подклеивать, потому что там, где я подклеивала, оно просто вот ломалось, рвалось. Ей не нужны были хвостики, косички. Она ничего не хотела. И самое главное, что вот я приходила за ней в садик, она не бежала. Она не бежала месяц, она не бежала год. Было так, что я плакала, меня успокаивали воспитатели, потому что я волновалась, как же там ребенок. Я бежала за ней пораньше. Дети прибегали, говорили: Женя, за тобой пришла мама. Воспитатель говорит: за тобой мама пришла. Она никак не Что ты рано пришла? Она кричала на меня: ты зачем рано пришла вообще? Но когда у нее была группа, в которой был психолог, мы обращались ко всем. То есть я обращалась к психологу: помогите, мы ходили. Еще помимо того, я ходила к психологу. И я или кто-то еще, когда мы у нее спрашивали: ну, Женя, ну ты же должна слушаться маму, она никогда не обманывала. Она отчетливо говорила: когда ты будешь слушаться маму? Никогда. Ровно смотря в глаза, не обманывая ни на минуту, она просто говорила: никогда. Я общалась с психологом, много мы перепробовали всего, то, что советовал психолог, чтобы ребенок, то есть она не понимала, за что. То есть там, если начинала я ругать, там, или у нас был стульчик, чтобы она, поняла, за что ты сидишь на стульчике? Потому что мама посадила. То есть я могла сказать, что ты плохо сделала, ты сломала шкаф. Да. Она просто за мной повторяла. Потому что мама сказала, что я сломала шкаф, и мама посадила меня на стульчик. Не было вот этой связи. И все равно я ничего, я все равно не, это все равно была адаптация. Но с ней контакт какой-то был такой вот, как девочка, мама с девочкой, поговорить или нет? Нет. Такого нет. Она сразу поняла, что такое мама, и как она это поняла, тоже наблюдениями. Да. То есть сначала мы гуляли на детских площадках, если там были дети, мы на них не гуляли. Почему? Вот не знаю, она уходила. А потом назвала она меня мамой сразу, потому что так сказал сын. И что такое мама для ребенка? Когда она в какой-то очередной раз мы гуляли на детской площадке, ребенок залез на горку и позвал: мама, лови. Вот она сканировала, и она делала просто эти действия. То есть она не вкладывала в это понятие. Нет, То есть она не понимала, что такое как мама, потом я сама стала уже через время понимать, и психолог мне это подтвердила. В детском доме есть дети, к которым приходят мамы. Да. И вот Женя же тоже видела, приходила мама, приносила гостинцы, держала на ручках. И что такое мама для Жени? Это женщина-фея, которая Тоже тебя что-то красиво приносит. кормит, дает вкусную еду, ловит с горки. А тут я ее еще привела. С первого дня Женя запомнила очень хорошо, что такое мое. То есть вот твоя куртка, твое. Твоя постель, твои туфли – это не общее, это только твое. Чужое – все остальное общее. Очень много лет мне ушло на то, чтобы она не брала. Я покупала вещи без карманов, чтобы ничего не запихнулось. В какой-то момент у меня дома
убрались все ремни. А что случилось? Потому что, ну, Женя могла сказать, что ее бьют. А я боялась, что Её поверят заберут. ей, Да. а меня просто посадят. При том, что я рассказывала об этом опеке, то есть я звонила, и все, что вот случалось, я звонила куратору и говорила, вот так-то и Да. так-то произошло. И был такой момент, я купила ей фотоаппарат, она спряталась под одеяло, фотоаппарат был пластмассовый, и она его там ломала. Ну, а так как у нее нет чувствительности, и неудобно же, ну, под одеялом это делать, и я открываю одеяло, а у нее поцарапанное лицо. Я беру ее за руку, ну, показываю в зеркало, говорю, Жень, ну, посмотри, что у тебя с лицом, ты завтра в садик пойдешь. Она вот так смотрит и говорит, ремнем по лицу ты меня ударила. И улыбается. Ну вот представьте, маленький ребенок, она была очень худенькая. И если бы я ее ударила ремнем по лицу, у нее, по-моему, голова Ну да. улетела просто в окно. Для меня, ну как? Додумалась же она до этого. И нет, она не вкладывала в это смысл. То есть она не думала, что вот она кому-то скажет, и маму посадят. Я не знаю, откуда это. Так как она, ну, не рассказывала, что было в детском доме, возможно, ее там били. Может быть, она видела это. Ну, я не знаю, откуда это. Ну, с того момента дому ушли все ремни, потому что я боялась. У меня очень долгое время была мысль камеры повесить. Ну да. Чтобы просто видели, что меня не посадят, я не бью. Поняла я, насколько это все сложно, только взяв ребенка. И вот самый важный момент, что поняла я, насколько сложно с Женей, именно сев в декрете. То есть, когда я перестала работать и стала быть 24/7 с Женей, вот тут мы первый раз обратились к психиатру. Сначала мы прошли неврологов, которые нам все говорили, ваш врач-психиатр. Я, да нет, да нет. И когда я пришла к психиатру, она говорит, а что ж вы год делали? Почему вы не пришли? А проявление психиатрии как? Это агрессия или что? Это аутоагрессия? Как она проявлялась? Ну, первое, она не спала совсем. От слова совсем. Если первое время я думала, что это адаптация, ну там качается ребенок, она просто не спала. На Новый год мы могли не спать там в 5. Я уже ждала, ну когда-то она же должна все равно заснуть. Это было, ну, самое такое, что она просто не спала. Ну, то, что было сломана мебель и все остальное, у нее не было чувствительности, она у нас ела все подряд, ну, много-много всего. Вот это то, что она драпала. Люд, ну вот эта психиатрия, она могла как-то купироваться таблетками, препаратами какими-то? Таблетки. Вот благодаря таблеткам у меня стал спать ребенок. И мы спали, слава богу. На тот момент мне больше как бы остальное мне и не нужно было. У нас были сразу, я же бросила все, чтобы ее в норму. Да, в норму. У нас были логопеды, и она заговорила. Потом, спустя 9 месяцев, мне было, видимо, очень легко. Я беру второго ребенка. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем вы узнаете намного больше о моих героях. Как я искала второго ребенка, это было сложнее, чем с первым, потому что ребенка я хотела маленького. И когда ты просто звонишь, опека, а детей нету. Я по карте посмотрела, в какие регионы я могу доехать. То есть, что там куда-то на Дальний Восток я не поеду. По карте открылась Смоленск, это очень близко. Я посмотрела по билетам на поезде. Все. И там были дети. Это был список. Я звонила 3 раза в неделю. Меня знали по голосу. То есть я звонила, говорила, я такая-то. Постоянно называла имена этих детей. У одного мама восстанавливается. По Марьяне всегда говорили, ее уже забирают.
В среду я звоню, ее уже забирают. В пятницу ее уже забирают. Потом, видимо, я доконала смоленскую опеку. Она сказала, ребенок находится в Ярцево, звоните им. А чем она так приглянулась? Почему вы ее выбрали? Нет, я не выбрала. Был список, и, кстати, это был были не девочка. Был список, был список детей, которые были от 0 до 2. И было так, кого возьму, кого удастся забрать, Да. того я и заберу. Так. То есть вот так это было. Там... И получается, я звоню, того нельзя забрать, того нет. Я звоню еще, начинают пугать диагнозом мамы. У мамы психиатрия. Подумайте. Вы все равно ее не заберете. У нас своя очередь. Вам надо приехать, встать на очередь. В общем, по итогу звонила с лета. В один прекрасный момент я просто покупаю билеты. Звоню в Ярцево и говорю, я купила билеты. Завтра в 6 утра я буду стоять на пороге вашей опеки. Так. Я собираюсь и еду. Тут очень интересная история. Приезжаю я в 5 утра в незнакомый Смоленск. Холодина. Никого людей. Понятно. Я не знаю, когда это в Ярцево, даже спросить не у кого. Первый там был какой-то супермаркет, который работал круглосуточно. А я ничего не хочу. Мне страшно. Я не знаю, отдадут мне этого ребенка или нет. Я не знаю, куда вообще ехать. В общем, мне сказали сесть на какую-то маршрутку. Мы едем лесом. Он останавливается просто на обочине леса и говорит, вам вот туда, а мы едем прямо. Темнота. Кошмар. Вот просто таких приключений, как со мной, наверное. Ни у кого не И было. куда? Я иду, ну это лес. Ну да. Стоит какая-то эта остановка. Когда будет этот автобус? В какую сторону ехать? В общем, там какая-то бабушка говорит, да, вот есть этот автобус. Я доезжаю, правда. И когда меня видит человек с опеки Смоленска вот так, у нее падают документы. Она думала, что я не приеду. То есть Марьяна, русская, красивая девочка на фотографии со 2-й группой здоровья. За 11 месяцев никто не доехал. Когда я доехала до дома малютки и пошла к медику, она смотрит, говорит, ну, у нее только задержка. Ну, то есть это по параметрам детского дома. Здоровый ребенок, беленькая, светловолосая, голубоглазая. Да, мечта. Вы первые, кто пришли. Так а почему же говорили, что... Мне врали, мне говорили, вы приедете, ее уже забирают. Вот ее сейчас уже забирают. Вы просто зря приедете. И я ехала, в принципе, не за ней. Но так получается, я прихожу в опеку, она говорит, ну что, вам давать направление? Я говорю, ну а вы как думаете? А я не знала даже, да, то есть у меня была погремушка, я вообще ехала за другими детьми. Я говорю, в смысле давать? Ну ее же забирают. Ну вам выписывать направление? Конечно. Я еду в детский дом, я понимаю, что с опеки уже позвонили в детский дом, сказали, кто едет. Там тоже меня начинают, зачем она вам? Ей сколько было на тот момент? 11 месяцев. И вот я приезжаю, и приносят розовую девочку. Вот она была, ее нарядили. Она была во всем розовом, но она вот как впилась в директора. В свои 10 месяцев она не стояла. Она была только на руках, и она была простывшая. То есть я ее сажаю, там был бассейн с шариками, она орет, а я знаю, что за мной наблюдают. То есть там зал шторкой какой-то. Да. Я должна ее успокоить. Опять же, чужой ребенок, малыш, который орет, и я же понимаю, она меня боится. Я чужая вообще для нее. И там было пианино. Так. И вот я нажимаю, и она за мной нажимает. Все, она орет по любому поводу. И тут я понимаю, наверное, она просто хочет спать. Она же простывшая. И вот я ее вожу и говорю, ты моя доченька. Все, я уже с тобой. Я уже все, я понимаю, что я уже пишу согласие. Все, я тебя, ну вот, ты будешь уже с мамой, я твоя мама там. И она успокаивается у меня, приходит воспитательница, говорит,
качать и успокаивать будете дома, а то она сейчас у нас там вообще не успокоится. Все. И ее забирают, я еду в опеку, у меня вечером уже поезд обратно. Я еду в опеку, они, ну как? Вы же пишете отказ? Я говорю, я пришла писать согласие. И я делаю фатальную ошибку. Я пишу согласие, но они говорят, ну, все же хорошо, мы вам и так и дали направление, вы все равно заберете. Ну, давайте вы напишите все документы, а дату мы здесь поставим. Ну, я, конечно, вроде все по-доброму. Ну, да. Ну, что тут такого, ну, подумаешь, дата какая-то, но они все равно мне ее дадут 10 дней, Да, до Нового да. года я ее заберу. И все, я пишу эти документы, и я, как обычно, рассказываю все как есть. Что у меня дома сын, у меня приемная дочка, что я работаю, что вот я выбрала вот эти дни, чтобы только туда-обратно съездить. Мне нужно также забрать, ну, подсчитать выходные. Все это они слышат. И я приезжаю домой, перезваниваю, мне говорят, ей нужно пройти медкомиссию, у нас нет автобуса. Сейчас вообще новогодние праздники. Ну, понятно. А вообще вы дату не написали. Вот и ждите. Я просто ложу трубку. И они понимают, что это не соседний подъезд. Я не побегу туда. Это Смоленск. Туда не ходят даже самолеты. То есть это мне туда вообще целый день ехать. В смысле? Я реву. Но можно пореветь. А еще можно открыть интернет. Так, и что вы Что сделали? делать? Значит, я ее там не оставлю. Открываем, куда звонить. И я начинаю искать. Я звоню в департамент Смоленской области. Я звоню ихнему оператору в Смоленске. Я говорю, так и так, 10 дней. Меня там кидают. Я звоню в департамент Москвы, ну вот как-то он там назывался. Через час мне перезванивает директор детского дома. Ну что же вы так? Ну зачем вы всем начали жаловаться? Ну давайте по-хорошему. Мы пройдем с ней комиссию, и вот сразу после новогодних праздников, вы хорошо отпразднуете, сразу после новогодних праздников мы вам ее отдадим. Ну ладно, добрый я человек, всех понимаю, вам же тоже нужно, да? Ну, да. Ну, там праздники дальше, хорошо. Я новогодние праздники жду. 10 число. Ура! Я звоню. Все же, уже Ну все да, должны. прошли, да. Мне прислали комиссию, я ее подписала, я согласилась, мне вообще она не нужна, я и так заберу ребенка. А теперь должен подписать какой-то там юрист. И меня начинают еще гонять. Ах так, я звоню в нашу опеку со слезами, мне не отдают ребенка, помогите. Конечно, подключаются мои, всем спасибо, федеральная база, департамент, звонят туда, почему вы не отдаете ребенка. И доходит до того, что я натыкаюсь, что можно написать письмо президенту. Так. Онлайн. Я заполняю шапку и пишу, я такая-то. Ну и просто пишу, что я подписала согласие такого-то числа, мне не отдают ребенка, прошу вас, помогите. И все, и я думаю, что, ну это, вот я написала, никто на это не реагирует, это ерунда. Мне звонят со Смоленска. Документы готовы, приезжайте, забирайте. Все понятно. То есть письмо президенту помогло. Оно помогло, и оно помогло очень сильно, потому что я приехала туда. Конечно, мне сказали, ну вы же понимаете, скажите нам спасибо. Мы могли вам ее вообще не отдавать, вы не по очереди. А вы тут начали всем еще и звонить. Но вы же подпишете, что мы вам ее отдали. То есть им нужно было отчитаться, Понятно. что ребенка отдали. Да, 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 конечно, я все подпишу. Отдайте Ну да, и да, отстаньте. да. Я приезжаю в детский дом, и меня там тоже ждут. Вы сами ее оденете или вам помочь? Ну, давайте мы ее помоем. Отдавали ее голой. Памперс был тоже мой. А так как мне помогли, потому что меня вот так все трясло. Назад мы ехали сутки. Мы ночь были в Шереметьево с чужим ребенком в Москве.
Адаптация, давай расскажешь. Не было вообще никакой адаптации. То есть она была маленькая, Ее не было хорошенькая. совсем. Принял сын, приняла я. И ребенок принял меня так сильно, что она с первого же дня спала только с моей рукой. То есть вот ребенок был мой. Угу. Ну вот как-то это срабатывает. Марьяна, расскажи про свою маму. Какая у тебя мама? Хорошая, любимая. А куда вы с мамой ходите? В школу. А еще? А мама на работу. А с мамой вместе куда-то вы ходите? Гулять. Гулять. А куда-то ездите вместе? Да, Куда? по делам. А если не по делам? Зоопарк. Давно, короче. Угу. Еще куда летом ездили? И мы ездили еще к Жене. К Жене. Много раз. Много раз. Тебе нравится ездить к Жене? Да, я думаю, очень хорошо, что я здесь родилась в хорошей семье. Хорошо, что я родилась в хорошей семье. Был момент, когда вот как раз был коронавирус. Как-то я стала по-другому, наверное, к этому относиться. Или я привыкла ко всему, что происходило. Угу. Я вдруг стала задумываться о третьем. Хотя до этого мне писали в шутку: ты не задумываешься? Нет, третий нет, ни за что. Ну вот, наверное, я сошла с ума. Можно было это так сказать. И я я отгоняла. Куда тебе? Нет. То есть я делала 2 шага. Я очень долго проходила медкомиссию. Я пришла в опеку и сказала: протестируйте меня, пожалуйста. Вдруг я не справлюсь. То есть, да, я боялась. Я реально боялась за 3-го ребенка. Я боялась Жениного диагноза. И 3-го ребенка я искала, можно сказать, тщательнее. Но по итогу я домой привезла с таким же диагнозом, как у Жени. Вот То так. есть, получается, 2 ребенка с психиатрией. Там не совсем психиатрия, тоже алкогольная беременность. Алкогольная То есть беременность. ребенок маленький, не То есть поставил. 3 девочки у вас. 3 девочки, да. Просто потом я уже узнала, когда я забирала 3-го ребенка, мне просто сказали: мама воровка. У меня был всегда вопрос: мама пьет? Угу. Если на том проводе отвечали пьющая мама, это значит сразу алкогольный синдром, ребенок нет. Да. Тут мне сказали: нет, мама просто воровка. Вот ее забрали, она родила, ее сразу забрали в СИЗО, а ребенок оказался в детском доме. Дальше ее лишили. Скажи, настолько сил было в тебе, что ли, столько ресурсов, что вот на тот момент вот они были, да. Вот я чувствовала, что они были. И ты взяла Диану. Да, я взяла Диану. Я бы не сказала, что у нас там какая-то была сразу адаптация. А сколько ей было? Диане было 12 месяцев, но она Всего. то есть я взяла Диану почти в том же возрасте, как Марьяна, и я же думала, она же тоже будет лялечкой. Да. Но получилось все не так. Диана была не лялечкой. То ли это были травмы, то ли... Что это было? Крики, не знаю, агрессия, что? Она кусала, она царапала, она хитрая была. Много такого было, что... Что было тяжело. Не то, что было тяжело, я не могла принять, что ли, что вот маленький ребенок может делать такие вещи. Сейчас, спустя вот этот год, причиной возврата были не дети. Причиной возврата было все в кубе, да, то есть все сложности с детьми, и я не справилась. Как я сейчас говорю, да, для кого-то то, что они творили, был трэш. Вот сейчас для меня, они были не такие, как, может быть, у кого-то. Да, с ними было сложно, но было сложно мне. Ты просто выгорела. Я просто выгорела до такой степени, что был момент, когда я не хотела жить. Я знаю, что такое панические атаки. Я перестала выходить с ними на улицу.
Я не могла себя собрать вообще. И плюс к этому у Дианы были проблемы с ногами. Я не могла найти помощи у нас, у врачей, и я стала себя винить, что я погублю ребенка. То есть вот в моем эмоциональном состоянии я стала думать, что я просто испорчу ребенку жизнь. Я не смогу ее вылечить, я не могу ее вытащить. Ей нужна другая семья, ей нужен другой регион, где ей дадут медицину. Для Дианы нужна была медицина. У меня не было этого. И в какой-то момент, да, я пришла в опеку, сказала, что все. Скажи, кто-то тебя... Вот ты же обращалась к кому-то за помощью? Кто тебя поддержал в тот момент, когда вот ты была вот в таком состоянии, выгоревшая, уставшая? Я не умею просить помощи. Ну как так? Вот в чем моя проблема. Ты набрала, вот и тащи. С этой установкой я жила всегда, да. Ты взрослая, ты приняла решение. Значит, ну вот, значит, я. Я не, ну, мне было сложно сказать, помогите. Я же их взяла. Я взяла эту ответственность. Я взрослый человек, я в здравом уме это сделала. Ну, конечно. И что? И ты пришла в опеку и сказала, Да, все, я пришла, я больше не могу. ну, была такая некая анонимка жалоба с соцсетей. Меня вызвали в опеку. Да, это был спусковой крючок. То есть, возможно, я бы дальше тянула, дальше чего-то добивалась. Ну, вот это маленькая, казалось бы, штука, да. И я пришла в опеку, вот в состоянии нестояния, когда мне сказали, вы должны закрыть Инстаграм, вы мне мама. Слово не мама. То есть вы в соцсетях делились своими Да, переживаниями, у меня был блог. Начала я тоже, когда поняла, что значит сложности с То Женей. есть вы хотели рассказать... Я хотела рассказать, и я думала, что меня читает опека, чтобы они видели, как я живу. Да. Что ну, вот Понятно. то, что говорила Женя, чтобы мне верили когда-нибудь. Да. И, в общем, да, я пришла, опека не ожидала, что я отказ напишу. То есть они думали, что сейчас они меня... Я испугаюсь, скажу, да, я удалю Инстаграм, я замолчу, только не забирайте детей. Но мое состояние было такое, что, во-первых, я знаю законы, а с другой стороны, я выгоревшая. То есть нарушили мои границы. Я знаю, на что я имею право. Я не видела другого выхода, вот просто его не было. То есть тогда был выход один. Да, Вернуть. я пришла в опеку. Когда мне сказали, что вы им не мама, я сказала, хорошо, давайте так. За 7 лет моего приемного родительства мамой я стала только Марьяне. Жене и Диане я мамой не стала. Это правда? Обе девочки бежали ко всем. Что Женя бежала, ей везде было хорошо. Что Диана бежала к любой женщине и мама. Объятия и мама. Ну, расстройство привязанности, да. Да, конечно, опека не ожидала. И сразу, чем мы вам можем помочь, а что, а как, а у нас и так много возвратов. Уже все. Уже все, Ну, уже вот- тоже решение принято. Вот уже помощь, я не знала. То есть я уже туда ехала, что если меня сейчас еще надавят, то все, я ехала с возвратами. Единственное, что я просила, дайте гарантию, что мне не отберут Марьяну. То есть все 6 лет, пока я жила с Женей, когда она что-то творила, у меня был страх, что отберут двоих. И тут я же понимаю, что такое возврат. Я знаю, что бывает забирают всех подчистую. И я озвучила это в опеке, что я сказала, я очень боюсь, что отберут Марьяну. Я готова ее удочерить. Оставьте мне только ребенка. Вот так произошел возврат. Диану я сама нашла семью. Женщина жила у меня дома 3 дня, чтобы ребенок хоть немножко адаптировался. Жене я тоже пыталась найти семью, но не нашла.
А потом случилось то, что возврат не выход. Что это значит? То есть вы их Для вернули, меня- и потом да, то есть, началась вот когда эта- я раньше думала, что, живя с детьми, я жила в аду, первый ад я прожила 11 марта, когда младшая дочка отъехала на такси И куда она уехала? с новой мамой. Ну, мы проводили ребенка. Я дома выкинула все вещи. Все. То есть у меня было состояние, что мне хотелось все выкинуть. Я стала удалять все фотографии, все архивы. Я выкинула даже ложку с кружкой, игрушки. Вечером этого же дня мы поехали с Марьяной в детский мир покупать новые вещи. А потом случилось так, что я не нашла Жене семью. И Женя, то есть, ну, это было ожидаемо, да, что Женя попадет в детский дом. Ну да. Но когда ты видишь в федеральной базе данных детей-сирот своего ребенка, случился ад второй раз. То есть сначала вроде бы как освободилась, да? Я к ней Всё. ездила, то есть как только я озвучила, что у меня ребенок один, я возвращаю. Там еще были проблемы со школой. Женя лежала в больнице. И я к ней ездила. Но мне казалось, я такой предатель, мне нужно ей сказать. Ну как это сделать? Да, она бежала везде. То есть она думала, что она просто ее на время отдали, да? Ну, она бежала всегда в психушку. Она говорила, это моя любимая психушечка. То есть, ну вот, ей нравилось. И я приезжала к ней, мы гуляли. Я привозила эти сладости. Она очень радовалась. И я не могла сказать. Ну, то есть, вот как сказать ребенку, что ты не приедешь домой? А не сказать, значит, я предам. И, в общем, в один из таких дней, это был уже последний день, когда мы виделись, я сказала: Женя, из больницы ты поедешь в детский дом. Домой ты не вернешься. Но я буду приезжать. Ты же хотела, чтобы мама тебе привозила сладости. Я буду приезжать, привозить тебе вкусняшки, мы будем ходить гулять. Я знаю, что в этом детском доме у меня знакомая, приемная мама, также вернула и ездит. И я была уверена, что это будет так. И я не обманывала. То есть бросить совсем ребенка я не собиралась. Но случилось так, что мне запрещают. Я позвонила в детский дом, директор сказала: вы отказались. Что вы забыли? Все, да? Это было в грубой форме. И так как я уже себя ела так сильно, она права. Ну да. Для нее я просто Конечно, очередной. предатель. Да, во-первых, она меня не знает. У нее таких возвратников много. Я очередной родитель, который поигрался с ребенком и бросил. Я сказала: ну а как она? Все хорошо, спасибо. Я положила трубку. Конечно, у меня была истерика. Я подписалась на детский дом, где Женя. Я подписалась на школу. Я узнавала, как она. И первое время вроде бы все было отлично. Я видела радостного ребенка на фотографиях. Это было лето, это куча аниматоров. Это вроде то, что любила Женя. Это игры. Волонтеры приносят вкусняшки, подарочки. Она там в лагере. Везде она улыбается. И у нее было счастье. Но со временем я видела глаза. То есть, ну, ты видишь глаза своего ребенка, и когда Женя, ну, они у нее всегда смеялись. Ее глаза, даже если она там бывала там грустная, да, но ее глаза всегда смеялись. А тут они потухли. Женя ее глаза перестали смеяться. И у меня
моя мама и сестра тоже читали, подписаны на эти группы, и мы между собой разговаривали. Я думала, что я говорила себе нет, но ей же было все равно. Это я хочу. Это я хочу как мама, как эгоистка. Возможно, ей там хорошо, я же не знаю, как она. Это я придумала, я просто хочу это видеть. Но проходило время, и в один момент я вижу фотографию Жени. У них был день семьи или братьев, что-то. Она держит рисунок, а на нем какие-то имена. Их плохо видно, она их закрасила. Я увеличиваю, так как у меня плохое зрение, и там Тимофей. Там имя Тимофей. Я звоню сестре, говорю, ты видела Женю? Она говорит, да, там написано Тимофей. То есть у меня плохое зрение, я понимаю, что там написаны наши имена. Как-то одновременно с этим я встречаю родителей, и мне говорят, что Женя ждет. Я встречаю детей, одноклассников, и она детям говорит, что мама скоро приедет, но здесь уже другая жизнь. Я понимаю, что Женя там другая. Захочет ли она? Не травмирует ли ее мое появление? Как это вообще все? А справлюсь ли я? А что будет здесь с Марьяной и вообще с нашей семьей? Как забрать ее, не забрать? То есть, страшно было и ехать. Что прошло время сейчас, и вы уже тоже отдохнули. Я не забывала о ней ни на день. Она мне снилась. Она снилась, и во всех снах вот она бежала ко мне, а мне ее не пускали. И от этого я просыпалась. Я ревела, не знаю, очень часто. То есть год Женя не с нами, но она в моих мыслях все равно. То есть 6 лет у нас было все подстроено под Женю. И она как будто не уходила, просто она не жила с нами. Живет сейчас. Дальше я узнаю, что Женя хочет домой. На день открытых дверей я еду к ней, и случается чудо. Меня видит Женя, она подскакивает и бежит с криками «Мама! Я же вам всем говорила, у меня добрая мама, она меня навсегда заберет». С Женей случается чудо, по-другому я это никогда не назову. Ребенок на стрессе или в сравнении, или что еще, я не знаю, как это объяснить. Ребенок хочет домой. Как мне разрешили ее увидеть, я звонила директору. Меня спросили, что вы хотите. Я сказала, если ребенок захочет, я готова ее забрать. То есть до тех пор, пока я не была уверена, я не лезла. То есть я сама с собой разговаривала, я общалась. Сама с собой. Да, надо или не надо, справлюсь или нет. И все. То есть, когда увидела, ты поняла, что... Да, мне нужно что было это твоя. увидеть ребенка, чтобы понять, что она действительно хочет. Да. Что не просто, как это... Осознание пришло, да, что она хочет семью. что ей нужна наша семья, что не просто так это все. Я собираю документы, мне отказывают. Я собираю документы на гостевой, в гостевом мне тоже отказывают. То есть сейчас вам не дают встречаться с ребенком, правильно? Встречаться дают на территории детского дома, но ребенок просится домой, она ждет, пока мама ее заберет навсегда. Я знаю, что ей плохо в детском доме. Лёд, но вы готовы забрать ребенка? Вы же понимаете, что может снова произойти то, что и было, в общем-то, да? Я понимаю, кого я забираю. Да. Я понимаю, что за год она изменилась, не в лучшую сторону. Конечно. Там она выживала. И что снова будет сейчас адаптация? Возможно, это будет адаптация, да. Вы готовы к этому, Люда? Сейчас я готова. Я понимаю, что пройдя вот это все, я понимаю, что я не напишу отказ. Второй раз. Да. Потому что в детском доме я забирала чужих детей,
а писала отказ от своих. Люд, что вы хотите? Вот сейчас вы можете обратиться. Да, я Людям, хотела бы да. обратиться, наверное, к приемным родителям, которые на грани. Которые на грани возврата, которые думают, что им будет легче, когда они напишут отказ. Легче не будет. Если вы приняли ребенка в сердце, если вы считаете его своим, то легче не будет. Единственное, чего я не знала год назад и знаю теперь, существует трехсторонний договор. Приемный родитель, опека и центр временного помещения ребенка в семью. И если вы думаете о возврате, то напишите этот договор. Поместить ребенка в этот центр можно сроком до 12 месяцев. Вот так. И за это время можно... За это время, да, выдохнуть. и я бы тоже, если бы я знала об этом год назад, конечно, я бы поместила, и, возможно, я бы передохнула, я бы осознала, и, возможно, все трое детей были бы со мной. Но случилось, что случилось. Вот так. За что вы сейчас боретесь, Люд? Давайте уже. Чтобы забрать Женю. Вы хотите Женю забрать Да. снова в семью? Да. Ребенок хочет в семью, а ребенок понимает, что у него нет другой семьи, потому что к нему приходили с федеральной базы данных снимать ролик, и она мне об этом рассказывает и говорит: ты знаешь, приходил дядя, фотографировал меня для какой-то новой семьи. Но у меня же есть мама, у меня есть тетя Оля, у меня есть Марьяна, Ксюша, у меня есть семья, а зачем она мне другая? И когда ребенок говорит такие вещи, ну, которые, я уверена была, что он никогда в жизни не поймет. Как? Ребенок считает меня семьей. Как я могу сейчас жить дальше, как мне говорят в опеке? Живите дальше. Она не ваша. По документам она не моя. А в Но она сердце моя ваша. дочь.